Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 17 января, среда. Сегодня мы с вами продолжим разговоры о наших военных делах, ну и в частности о планах, якобы планах Российской Федерации в достаточно близком будущем атаковать НАТО. Посмотрим, что за этим стоит и как к этому нужно относиться. Но сначала я хочу сделать краткое оперативное сообщение, которое поступает из Давоса, где находится представительная украинская делегация, вернее, находилась, по крайней мере, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Политика пишет по этому поводу. Китай отказывает Зеленскому в Швейцарии. Пекин показывает Украине холодное отношение, продолжая выступать на стороне Владимира Путина. Украинские лидеры не скрывали, что хотели бы встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе. Но президент Зеленский отправляется домой без желаемой встречи, что стало ударом для Киева. У китайской делегации в Швейцарии было достаточно возможностей сесть напротив своих украинских коллег, будь то в Берне или в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева на откровенные личные беседы с высокопоставленными чиновниками из Пекина. Незадолго до начала саммита в швейцарских Альпах, имеется в виду Давос, глава администрации президента Украины Ермак заявил, что Китаю крайне необходимо присоединиться к мирным переговорам и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьером Ли Цанем. В итоге Украина так и не добилась от Китая согласия на переговоры. А Зеленский и Ли так и не поговорили. Это последний признак того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны, которую ведет Путин в Украине. Вот такое краткое сообщение, там дальше идут всевозможные комментарии. Что я вам хочу сказать по этому поводу? Вот то, что произошло, фактическое игнорирование желание президента Украины Зеленского встретиться с китайцами, это является логическим завершением, или, скажем так, логическим провалом многомесячных усилий Ермака выстроить крупную внешнеполитическую инициативу. Это как раз вот тот случай, о котором я говорил, что каждым делом должны заниматься профессионалы, особенно если дело идет о управлении государством, и особенно когда государство находится в состоянии тяжелейшей войны. Профессионализм и только профессионализм. Тем более, когда речь заходит о Китае, который, как говорится, Восток – дело тонкое. Во внешней разведке КГБ в 70-е, 80-е годы считалось, что Китай – это как энигма, просто загадка. Это несмотря на то, что в Советском Союзе была сильнейшая школа китаеведов или синологов, и лучшие ее представители так или иначе работали на внешнюю разведку КГБ. То есть это просто нужно знать психологию китайцев, нужно знать тонкости отношений с ними. А кто в Украине, вот при нынешней администрации, занимается Китаем? Накануне полномасштабной агрессии видную роль в этом деле играл Арахамия, который даже мутил нечто там по поводу стратегического союза между двумя странами. И даже что-то там было подписано по этому поводу. Но все это закончилось, вы помните, чем? То есть Китай поддержал и фактически дал санкцию Путину на полномасштабную агрессию против Украины. Ну, а потом, когда полноценным визирем или регентом Украины стал Андрей Ермак, он подгреб под себя всю внешнюю политику, включая на китайском направлении. И это однозначно должно было закончиться полным провалом. Признаки этого провала начались еще тогда, когда на должность, которая долго пустовала, должность посла в Пекине, был назначен Паша Рябикин, личный друг или близкий, так сказать, соратник Ермака. Люди, хорошо знающие, кто такой Павел Рябикин, говорили мне, а я им абсолютно верю,
неоднократно проверил справедливость их слов. Говорили о Рябикине как полный ноль в китайских делах, абсолютный ноль в дипломатии и полный ноль как администратор. Вообще говорили, Паша Рябикин – это никто, это ноль. Люди были в шоке, когда услышали, что он был назначен совершенно неквалифицированный человек в такой важной стране, как Китай. Следующее. Ермак нанял группу Расмуссена. Есть даже там громкое название – Международная группа Ермак-Расмуссен. На самом деле это лоббистская компания, которая оплачивается из кармана украинских налогоплательщиков. Деньги там огромные, потому что Расмуссен – это бывший генеральный секретарь НАТО, человек, безусловно, умный. И группа у него, то есть лоббистская группа у него приличная. Но она главным образом использовалась для пиара Ермака как крупного мыслителя современности 21 века. Так, украинский Талеран 21 века. И идея была задумана правильно. Вот эта инициатива проведения, вернее, формулирования 10 пунктов мирный план Зеленского, а потом проведение международных симпозиумов с приглашением там официальных лиц разного уровня, с тем, чтобы привлечь глобальный юг на сторону Украины. Ну и чем дальше, тем дело с этим обстояло. То есть Ермак ездил, он там везде представлял, за него писали статьи, как я понимаю, Расмуссен писал, а Ермак там подписывался внизу Расмуссен и Ермак. И надо было еще внизу Арахамия плюс Паша Рябикин. Но решили ограничиться с украинской стороной только Ермаком. Статьи в умных журналах. А то, что Китая не удастся привлечь к этому делу, ясно было уже с первой встречи этого форума в Джидде, в Саудовской Аравии. Это не вот последняя, которая в Риаде, а до этого была в Саудовской Аравии, потом она в Индии была, вернее, там в Индии в рамках 20 была. Короче говоря, Китай уже тогда, значит, при первой встрече в Саудовской Аравии присутствующие заметили странное поведение украинской делегации во главе с Ермаком. То есть они фактически сами, как рот воды набрали, не пропагандировали эти 10 пунктов Зеленского, зато дали полный карт-бланш китайцам на пропаганду своего плана. Чем воспользовались китайцы? Саудовская Аравия свою там версию мирного плана толкала. Ермак со своей командой была как-то так вот в тени. Затем последняя встреча, вот недавняя, которая состоялась на этот раз в Риаде, тоже в Саудовской Аравии, где китайская делегация вообще не приехала. Ну и это был признак того, что китайцы полностью отказались от всякого участия в этом деле. Ну и надо иметь в виду, что вот эта последняя встреча, она прошла после событий, известных 7 октября, когда глобальный юг забурлил, весь вместе, дружно взявшись, а там огромное количество мусульманских стран, значит, восстал против Израиля. А поскольку Соединенные Штаты – это ближайший союзник Израиля и Соединенных Штатов, а поскольку Соединенные Штаты – ближайший союзник Украины против Украины, короче говоря, китайцы посчитали, что нечего им вообще связываться. И сложилась такая обстановка, когда вот после 7 октября, что мне сразу дало основание предположить, когда состоялась эта террористическая акция Хамаса, предположить, что за этим стоит Путин, Россия, потому что ей было абсолютно выгодно во многих отношениях то, что совершил Хамас. И одно из вот этих достижений, то есть плюсов, которые получила Россия, это то, что весь юг глобальный, он развернулся против Израиля, Соединенных Штатов, Украины, плюс это все в пользу Москвы. То есть китайцы грубо развернулись и, собственно говоря, ушли. И не было никаких признаков, значит, после вот этой недавней встречи в Риаде договорились еще в составе 83 представителей из разных государств перед самым Давосом еще в Швейцарии на эту тему поговорить. Китай совершенно холодно на это отреагировал, даже не подтвердил свое участие в этом деле. И вот
такой вот афронт Зеленскому, то есть фактически плевок в лицо. Этого, как я говорил, надо ожидать, потому что Китаем, вообще внешней политикой, особенно Китаем, должны заниматься профессионалы, а не ларечники. И вот когда ларечники этим занимаются, вот так оно в конце концов получается. И, в общем-то, надо сказать, что Зеленский сам загнал себя в угол. Опять-таки, по причине отсутствия профессионализма в этом деле. То есть мало быть избранным президентом большой страны, мало сказать «я не лох, я не тряпка». Он просто не знал и не подозревал, потому что не было у него такой возможности в прошлой жизни, до президентства, понять, что фактически он превратился в раба. Раба, я имею в виду фигурально, конечно, Ермака, потому что ту систему, которую установил Ермак, из санкций Зеленского, значит, что произошло? Ермак превратился в единственный источник внешней информации за пределами кабинета Зеленского о окружающем мире. Везде его люди, везде он сменил чуть ли не 1/3 послов, которые до этого работали, профессионалы, которые до этого работали в различных странах, представляя интересы Украины, а теперь там все люди Ермака, которые несут ему ту информацию, которую ему надо. Это вот то, что происходило в Советском Союзе последние десятилетия его существования. В конце концов, это все, когда Горбачев попытался это исправить, все вообще рухнуло. То есть Зеленский сейчас – это человек, который, я уверен абсолютно, из-за того, что не может ларечник правильно заниматься внешней политикой, потому что у него нет на это квалификации, и он туда посадил людей неквалифицированных. Отсюда поступает неадекватная информация, и эта информация идет к Зеленскому. В результате вот такой провал. Печально, печально. Выход из этой ситуации. Выход из этой ситуации демократическим путем на следующих президентских выборах. А до этого, ну как-то так надо найти Ермаку занятие. Ну пусть занимается там, ладно, пусть занимается Антарктидой, пусть занимается межгалактическим пространством, ну какой-нибудь форум ему создать, лишь бы он не лез туда со своей командой, где решается судьба Украины. Вот последнее, что осталось, это военные дела, это война. То есть закрыть его, законопатить вход туда, иначе стране крышка, боюсь этого слова, но это так. Ну вот, то есть внешняя политика Украины провалена, это конец фактически мирному плану Зеленского из 10 пунктов, потому что дальше, после вот такого фронта со стороны Китая, а он был рассчитан на то, чтобы привлечь юг, глобальный юг через Китай, теперь ни Китая, ни глобального юга. Ну, а теперь перейдем к главной теме, это Планы России якобы напасть на НАТО, как это было описано в недавней статье в издании «Бильд», которая якобы была основана на утечке секретного документа Бундесвера. И тема звучит так: Германия готовится к тому, что Россия начнет Третью мировую войну. Ну вот сейчас мы пройдемся по этому, и я вам покажу, зачем нужна статья. Мы об этом уже, об этих всех планах с вами знали. Сейчас я вам скажу, когда. Я представил вашему вниманию видео 619, 25 ноября прошлого года, господа. Когда я вам излагал содержание доклада или аналитического материала Германского совета по внешней политике, который фактически лег в основу нынешней военно-политической стратегии правительства Германии по поводу Украины, российской агрессии, ну и по поводу того, что делать дальше. Что касается Бильда, то он является, вот этой статьи, она является исполнением или развитием тех мыслей, которые были заложены в этом докладе. Повторяю, это видео, кто хочет, может ознакомиться, видео 619. И решает определенные вопросы, которые поставлены были в этом докладе Германского совета по внешним отношениям. Что касается реальности того, что вот тут даже сроки приводятся, когда что будет якобы делать Россия, то это с точки зрения критики, экспертной критики,
Я вам скажу так, маловероятно, очень мягко скажу, маловероятно, и я вам сейчас объясню, почему и как. Ну, давайте пройдемся с комментариями. То есть прочитаем эту статью как эксперты, вооруженные нашими знаниями основополагающего документа, лежащего в основе внешнеполитической доктрины Германии в настоящий момент. Бильд пишет: Европа готовится к тому, что президент России Путин расширит войну в Украине и нападет на страны-союзники НАТО в следующем году. Об этом свидетельствуют там секретные документы и так далее. Значит, по поводу этих планов. Отсылаю опять к видео 619, где Совет германский по внешней политике говорил, что оценивается возможность нападения России на Германию в окно от 6 до 10 лет. То есть раньше 6 вряд ли, силенок не хватает. Потрепана российская вторая армия мира в Украине, поэтому вот у Германии есть это окно от 5 лет до 9 лет. То есть за год до того, как Россия сможет теоретически быть готовым. Бильд дальше описывает, как в ближайшие месяцы могут развиваться несколько потенциально тревожных сценариев. Первый сценарий, номер 1. Начнется якобы в следующем месяце, господа, этого года с мобилизации России дополнительно 200 тысяч военнослужащих в качестве солдат. Ну, что тут можно сказать? Несколько комментариев. Во-первых, мы знаем, что в марте месяце будут выборы. Путина выборы. Мы уже знаем, кого выберут. Поэтому в феврале вряд ли он пойдет на этот ход. Он не популярен, я имею в виду мобилизацию, он не популярен. Кремль всячески пытался избегать и избегает до сих пор мобилизации в центральных районах России и прежде всего в крупных городах. Они мобилизуют и воюют до сих пор, до последнего бурята, до последнего тувинца. Последний тувинец – это Шойгу, мы знаем. До последнего якута. Затем начали воевать до последнего непальца, теперь кубинцев сюда, ну и кенийцев. Последний указ, значит, президента, вернее, не президента, а бледной моли из Кремля о предоставлении гражданства российского людям из третьих стран, которые захотят приехать на работу, но под эту работу их мобилизуют на войну в Украине. Поэтому вряд ли до президентских выборов могут состояться вот эти мобилизации этих 200 тысяч военнослужащих. Далее. Я вам рассказывал, излагая аналитические материалы британских специалистов, которые легли в основу аналитической записки Минобороны Эстонии, которая сейчас находится на утверждении группы Рамштайна. Там говорилось, что ВСУ должно уничтожать не менее 50 тысяч, ну, имеется в виду, это убитых и безвозвратно раненых, не менее 50 тысяч в полгода. И если это удастся, то тогда, то есть это настолько будет сильный урон пожилой силе Российской Федерации, что они не смогут, не успеют, не будет у них время набрать нужное количество новобранцев, должным образом их оттренировать, чтобы направить на поле боя не пушечное мясо, а тренированных, хотя бы более-менее тренированных бойцов. Кроме того, у них не будет возможности при вот таких потерях 50 тысяч в полгода. У них, то есть у России, не будет возможности создавать новые подразделения, мелкие, крупные, которые позволят им атаковать, вернее, даже в Украине атаковать на других участках фронта и переходить в наступление, в крупное наступление, даже в одной Украине. А здесь же ставится вопрос, что они должны в Украине успешно воевать, хотя бы сдерживать, а желательно еще атаковать. И плюс еще совершенно второй фронт против НАТО. Вы помните, наверное, Германия накануне Первой мировой войны, накануне Второй. То есть это квалифицированная военная держава, у которой гениальнейший генштаб был исторически. Начиная с генерала Мольтке-младшего. И у них головная боль, как избежать длительной борьбы войны на два фронта. И вот вся их планировка накануне Первой мировой войны, Второй мировой войны, как это делать. А тут прямо Раша рвется в бой, которая полгода не может Авдеевку взять. Она прямо, такая смелая, и в Украине, не взяв Авдеевку,
она собирается, значит, один фронт оставить и переключиться на второй аж против всего НАТО. Но это просто оборзевшая моська, вы меня извините, сошедшая с ума, что противоречит вообще здравому смыслу. Имея в виду, что 50 тысяч в полгода – это 277 человек убитых и тяжело раненых в день. А вот вчера я только вчера читаю. ВСУ ликвидировала за один день 1100. Шутки шутками, но в 4,5 раза больше, чем требуется для того, чтобы сделать российские вооруженные силы неспособными ни на какой второй фронт против НАТО. Даже в Украине. Даже в Украине им трудно будет с такими потерями. Поэтому опять проблема вот насчет мобилизации 200 тысяч в феврале месяце. Следующий пункт. Ободренная прекращением финансовой поддержки Украины со стороны Запада, Россия начнет массированное весеннее наступление на украинские вооруженные силы. Ну, я думаю, что последнее злоключение с уничтожением самолета А-50 и Ил-22 несколько остудит горячие головы в российском Генштабе и в Кремле. Вот я бы рассказывал в предыдущем видео, что значит для них потеря этого А-50. Объясню еще раз, более, так сказать, выпукло. В начале полномасштабной агрессии в феврале 2021-2022 года западные аналитики, говоря, что у России имеется где-то 10, из них только 5 в состоянии боеготовности А-50, значит, речь стояла о том, чтобы как можно быстрее отремонтировать, ввести в эксплуатацию остальные 5, чтобы было 10. Но и даже 10 мало. Им надо 13, вот так посчитали, для того, чтобы работать эффективно, решать все задачи на западном направлении. В Украине, хотя бы в Украине. А тут еще НАТО прибавляется. А вместо 13 их теперь у них 4, причем самого продвинутого нет, вот его сейчас сбили. Поэтому как вот в этих условиях они будут планировать это весеннее наступление, это большой вопрос. Кроме того, получается, что у Украины появляется, условно назовем это, оружие Святого Духа, которое появляется неожиданно и имеет характеристики тоже неожиданные для Мордора. Ну и есть и основания предполагать, что еще новые образцы вот этого чудо-оружия будут в ближайшее время поставлены. Поэтому очень сомнительно, что это весеннее наступление массированное может состояться. Кроме того, в конце февраля, то есть это еще до начала этого весеннего наступления, начинается крупнейшее учение НАТО, крупнейшее с момента окончания Холодной войны. Раньше это называлось во время войны Холодной Reforger, сейчас она называется Steadfast Defender. То есть идея как раз и состоит в отработке действий НАТО в случае нападения России, что НАТО делает. А тактика такая, хотя бы неделю те силы, которые НАТО есть в Европе, сопротивляются, задерживают противника. В это время американцы перебрасывают по воздушному мосту десятки тысяч военнослужащих, техники и наносят сокрушительный удар. Это учение, как правило, заканчивается имитацией ядерного удара. Со времен Холодной войны это, повторяю, крупнейшее учение, которое вызывает страх традиционно в Кремле. В этих учениях, которые состоятся в этом году, а будут они проходить с конца февраля до середины июня, запомните эти сроки, потому что мы дальше тут по бильду пойдем. Вот будет такое действие происходить в Европе, из Штатов воздушный мост в Европу. В нем будут принимать участие 41 тысяча военнослужащих, 20 тысяч из них предоставляет только Великобритания, 50 кораблей, будет совершено около 700 самолетов-вылетов. Короче говоря, начинать весеннее наступление в этих условиях для Москвы, ну, там, да, люди, мы знаем, часто бывают неадекватными, но чтобы настолько неадекватными, это вряд ли. Потому что было время, когда Москва воспринимала вот эти учения как замаскированную
подготовку к внезапному нападению. Ну, то есть вот так вот получается. У них, даже если они наберут 200 тысяч, то это будет 200 тысяч пушечное мясо, которого в условиях таких потерь, которые несет Мордор в Украине, это будет только пушечное мясо. То есть их не смогут подготовить. Значит, получается, пушечное мясо в условиях такого учения, такого массированного учения НАТО в Европе, и начать массированное наступление в Украину, я думаю, это слабо. Дальше, что пишет Бильд. Потенциальный сценарий описывает, что Россия может начать войну в Прибалтике к июлю, используя кибератаки, разжигая недовольство среди российских граждан в Эстонии, Латвии и Литве. К июлю, значит, ну, мы помним, что Steadfast Defender будет длиться до середины июня. А затем будет серия других учений. То есть она будет непрерывно идти до конца года. Крупнейшие учения НАТО с окончания Холодной войны. Причем эти все учения были запрограммированы, запланированы еще до того, как появилась эта утечка в Бильде. То есть это не реакция стран НАТО, организации НАТО на вот публикацию в Бильде. Бильд должен был, по идее, учитывать это все, когда делал эту утечку. И представители Бундесвера, которые якобы написали этот секретный материал, тоже должны были знать обо всем этом. Но дальше мы попытаемся разобраться, почему это так было написано, потому что с точки зрения, видите, чисто военных аналитиков, политических аналитиков, как-то так оно все не складывается. Дальше. Значит, в июле они замутят что-то там с недовольством пятой колонны своей в странах Балтии. Затем в сентябре эти столкновения могут быть использованы Россией как повод для начала учений «Запад-24», масштабных военных учений. Да, Россия после Steadfast Defender в последнее время регулярно проводила свою «Запад-24». Но мы теперь имеем в виду вот эти потери 50 тысяч, эту волшебную цифру полгода. Они несут сейчас в 4,5 раза большие потери, чем вот эти 50 тысяч. Вместо 277 в день, по состоянию на вчерашний день 1100. Поэтому вот и учения такие будут. Могут понагнать туда молодых, так сказать, рекрутов. Ну, массовку они создадут, но не более того. Тем более, что 2 дня назад вышла сводка Министерства обороны Великобритании, где они описывали отношение британского правительства к вот этим цифрам, анонсированным из Москвы, что они там собираются делать. Анонсируют эти безумные цифры в основном этот самый сильный, но легкий гном по фамилии Медведев. Так вот, значит, там обращается внимание, что вот эти невероятные цифры у Москвы появились после того, как было принято решение или постановление о том, что можно брать, рекрутировать теперь вооруженные силы людей сразу после окончания школы. Ну и якобы там молодежь настолько воспитанная, горит патриотическим духом, что прямо чуть ли не все 100% ринулись записываться добровольцами. Вот я думаю, что, наверное, всех их как мертвые души туда запустили. Вот, потому что реально бойцов нет. Или есть они, но тогда надо их рекрутировать в Москве, в Петербурге, а это пахнет жареным. Это может плохо закончиться, потому что все революции в Москве, вернее, в России, или попытки переворотов, они происходили только в Петербурге, восстание декабристов, революция в Москве и так далее. Вот, поэтому вряд ли, как здесь говорят, эти учения «Запад-24» соберут около 50 тысяч российских солдат. Опять-таки, если только не наберут выпускников средней школы, только для массовки, обещаем им хорошие деньги. Но это тоже вряд ли так. Сколько же, хоть в кубышке и есть у них нефтяных и газовых денег, но выбрасывать на ветер вряд ли они станут. То есть даже если они наберут 50 тысяч, это будет пушечное мясо. Затем, после, вот в это время, якобы они собираются напугать ежа
учениями Запад-24, а в это время Запад, то есть НАТО, объявило, что учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, не Steadfast Defender, а Steadfast Noon, начнутся в октябре месяце. И пойдут они главным образом в Средиземноморье, ну, совсем близко к театру военных действий в Украине, а также восточный фланг НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Начнутся они в октябре месяце и помогут обеспечить надежность и эффективность безопасности ядерного сдерживания НАТО. То есть это будут ядерные учения. И дадут четкий сигнал о том, что НАТО будет защищать всех своих союзников. А вот ядерные учения Соединенных Штатов, вообще НАТО, они традиционно вызывают панику в Москве еще с 1983 года, когда НАТО организовало учение Able Archer, то есть умелый лучник. И они там полностью разыграли сценарий ядерной войны и нагнали страха только небольшим количеством вещей. Первое, они провели это все по новым системам связи, которые не были доступны контролем российской электронной разведки, чем страшно напугали. А официально объявили, что боеготовность доведена до высшего уровня Соединенных Штатов, DEFCON 1, то есть это канун ядерной войны. И в Кремле, среди политбюро, была дикая паника. Они решили, что это все. Поэтому, если противопоставить Steadfast Noon и этот Запад-24 с их 50 тысячами пушечного мяса, то я вряд ли я думаю, что они в таких условиях пойдут в атаку на страны восточного фланга НАТО. Ну, затем якобы Раша собирается перебросить войска ракеты средней дальности в Калининград, а в это время, значит, американцы по воздушному мосту в рамках Reforger или Steadfast Defender перебрасывают огромное количество техники, которую там традиционно и оставляют, она вся останется. То есть под видом этих учений будет перебросаны в том числе и ядерные боеголовки Би-61. Ну и что Калининград? Что Москва? Ну, опять-таки, я вот понимаю, что пределы понтов есть. Это тогда, когда запахнет реально жареным. И когда понятно, что понты превращаются уже в риск для жизни. И обратите внимание, как только вот запахнет жареным, возникает какая-то реально кризисная ситуация, Путин тут же ложится под корягу, и все, его нет. Последний раз так было во время мятежа Пригожина. В декабре, согласно плану, это наихудший сценарий, Россия могла бы воспользоваться переходным периодом после президентских выборов в США и использовать пропаганду, объявляя вымышленные пограничные конфликты, беспорядки, для того, чтобы подстрекать к насилию в районе Сувалкинского коридора и сеять беспорядок, как пишет Билд. А в январе собрать Совет Безопасности ООН и выдвинуть там ложное обвинение западных союзников в заговоре против режима Путина, использовать это для ввода войск в Беларусь и страны Балтии к марту 25 года. Ну, а в это время опять будут идти учения Steadfast Defender. То есть добро пожаловать, господа. Как раз мост американский, очередные 40 тысяч, перебрасывается из Соединенных Штатов с военной техникой. Добро пожаловать, орки государства Балтии и других стран восточного фланга НАТО. Ну и в Беларуси сосредоточено будет около 70 тысяч российских войск. И где же они их возьмут? Тренированных российских войск, если ВСУ, и для этого есть все основания рассчитывать, будут уничтожать не 277, а в 4-5 раз больше. Дай бог там дыры заткнуть в Украине будет. Ну и потом, какие боевые действия, когда в Европе уже есть F-35, при помощи F-35 в течение 3-4 дней подавляются все радары российских вооруженных сил. И после этого они как котята, слепые, глухие и немые. И с ними можно делать, что хочешь. Вот, собственно говоря, и все. Причем, что интересно,
Вот в этой статье Bild я не нашел эти строки, но в некоторых других изданиях, которые комментируют эту статью, указана следующая цитата, якобы которая присутствует в оригинальном докладе вот этого Бундесвера. Цитата. «Все это может произойти, если Украина не сможет отстаивать свои территории вследствие прекращения поставок вооружений». Вдумайтесь в эту фразу. Всего этого может ужасного сценария не быть, если Украина сможет отстаивать свои территории при продолжении поставок вооружений. И тут мы приходим к вопросу, зачем была нужна утечка и публикация в газете, в издании Bild. Я теперь напомню вам те выводы, которые я делал в видео 619 по результатам анализа аналитического документа Германского совета по международным отношениям, повторяю, который сейчас лежит в основе внешней политики и обороны Германии. Первое. Вывод, когда они все это описали, какая угроза может реально, а там трезво все описано, исходить из Российской Федерации, то есть реально, что они могут, если с ними ничего не делать, с мордорианцами, могут напасть в окно от 6 до 10 лет. Что надо сделать, чтобы этого не произошло, или чтобы еще дальше тянуть это с точки зрения немцев? Первое. Всемирная поддержка Украины в борьбе против РФ. И в последнее время, в последнем видео я вам довожу эту мысль, что европейцы уже дошли до того, что понимают, надо обеспечить, надо обезопасить себя от безумной непредсказуемости развития ситуации в Конгрессе США и, наконец-то, взять обеспечение безопасности в свои руки. А поэтому Украине должна быть предоставлена помощь в растущем количестве. Дальше я приведу очередной пример этому. Второе. Интеграция Украины в европейский сектор обороны. Как можно ближе к НАТО, к другим европейским структурам. Установление более сбалансированных отношений с США. Что это значит? Это значит всю большую долю ответственности за европейскую безопасность должны нести европейские страны. Это включает в себя увеличение военных расходов более на, по крайней мере, 2, а то и больше процентов. Ну и восстановление, возрождение ВПК, чем они занимаются сейчас полным ходом, я вам это регулярно рассказываю. Разработка новейших видов вооружения. И, наконец, расширение поставок в Украину. То есть ситуации, когда вот такая ужасная картина, как описал Билд, может состояться, если Украина не сможет отстаивать свои территории из-за того, что ей не дадут больше оружия, она, согласно вот этим 3 пунктам, просто не может произойти, потому что это было бы просто безумие. Ну и дальше. Самая трудная и длительная по времени задача – это вывод Германского совета по внешней политике. Это перевоспитание общества. Там речь шла о том, что надо народу все это объяснить, какие ужасы его ожидают. И чтобы он понял, что нужно настраиваться на подготовку к войне, то есть хочешь мира, готовься к войне. И это самое сложное дело – вывести народ из летаргического сна после длительного пребывания в оном, после прекращения холодной войны. И там говорилось, изменение менталитета, к которому часто призывают, произойдет только в том случае, если общая оборона станет частью повседневной жизни страны в политике, экономике и, самое главное, в гражданском обществе. И это вот и есть причина появления статьи Bild. Это, так сказать, одно из мероприятий по промывке мозгов германскому избирателю о том, что, ребята, вы видите, что может произойти, поэтому умерьте потребление сосисок, пива, побольше умеренности, надо просыпаться, надо готовиться к защите. И обратите внимание, это решение элита Германии политическая, военно-политическая принимает, как они говорят, за 6-10 лет до того, как грянет эта возможная угроза. А теперь вспомните Украину накануне февраля 22 года.
когда полгода внушали этой власти, орали американцы через океан, британцы через Ла-Манш о том, что грядет. И что они слышали в ответ? Не мешайте нам делать великое будівництво. Вот вам разница в качестве элит. Если бы за полгода хотя бы, не за 6 лет, за полгода, если бы сидели на Банковой профессионалы, и они, посмотрев, ознакомившись с документами ЦРУ, британской разведки, поняли, откуда идет угроза, хотя бы приняли решение под видом встречных российским учениям по гражданской обороне и хотя бы выкопали траншеи и окопы, то агрессии могло бы и не состояться. Вот что, собственно говоря, я вам хотел сказать. Добавлю еще вот несколько моментов. То есть вот это и есть основная причина публикации статьи «Бильд». Воспитание народа с целью изменения его жизненных устремлений, образа жизни и мышления в новых условиях. Сложнейшая задача. Политики должны объяснить это все, как мы с вами обсуждали, народу, с тем, чтобы не политики ползли за народом и занимались популизмом, а чтобы народ, наоборот, чтобы наоборот поднимать народ до понимания потребностей, реальных потребностей настоящего момента. Вот дай Бог нечто подобное сделать республиканцам в Соединенных Штатах Америки. Кстати, есть основания, есть надежды. Буквально сегодня мне прислали, я потом перепроверил эти цифры. Интересные цифры по поводу результатов праймерис в штате Айова, где Трамп везде пишет, Трамп, разгромная победа Трампа. То есть победа над его соперниками из республиканской партии. А если посмотреть на цифры, что там есть, то есть в штате Айова немножко больше зарегистрированных избирателей, немножко больше 2 миллионов. Это республиканцев и демократов. Республиканцев из них примерно 1/3. Это 700 с чем-то. Пришли голосовать 14% республиканцев, остальные остались дома. Это где-то там 102 примерно, 102 тысячи. Из них проголосовали где-то 55 тысяч, из которых практически все, которые там были, это МАГА. Короче говоря, за Трампа проголосовало всего 8% от республиканцев, что, в общем-то, ничтожное, имея в виду, что республиканцев в 3 раза меньше, чем нереспубликанцев, избирателей в штате Айова. Как справедливо заметил один из моих зрителей, который прислал мне цифры, повторяю, я их потом проверил в публикациях, получается, что поддержка МАГА по стране ничтожна, а следовательно, ничтожна поддержка и Трампа. И это надо иметь в виду, что Айова – это один из самых консервативных штатов, сельскохозяйственный штат, в котором наблюдалась интересная тенденция последние годы с предыдущих выборов. Огромное количество людей с высшим образованием, с образованием колледжа, покидало в массовом порядке этот штат, потому что не могли найти работы. Там остались люди с образованием, не колледжным образованием. Дай бог, чтобы школу, та, которая средняя, бывшую в Советском Союзе, закончили. Вот вам и все. То есть, если так дальше по всем Соединенным Штатам пойдет, то вот 8% Трампа. Вот это и оно. Ну, может, оно увеличится, потому что погода была плохая, надо признать, да, в штате Айова. Но все равно цифры... То есть, из республиканцев пришли всего ничего. Абсолютно ничто. Ну и последнее, чтобы вы поняли, что происходит в плане поддержки. То есть, осознали, по крайней мере, в Берлине, важность фактор Украины для безопасности, следовательно, надо помогать Украине. И вот сегодня Европейская комиссия, но это не просто Европейская комиссия, а это Терри Брентон, это комиссар Еврокомиссии от Франции, который назначил Макрон. Он обрушился с обвинениями в адрес Шольца за то, что тот распорядился выделить $6 миллиардов напрямую на помощь Украине, вместо того, чтобы внести эти деньги в фонд вооружений Европейского фонда мира. И тогда бы этим распоряжался ЕС, в том числе и Франция,
А вот немцы решили, нафиг, мы будем напрямую помогать Украине. И это я вам говорил в одном из видео, что наметилась конкуренция уже между странами, в том числе НАТО, ближайшими союзниками, за то, кто первый займет этот рынок помощи Украине. И даже начали кидать друг друга. Вот, допустим, Франция, она кинула Британию с комплектующими. Британия там разрабатывала какое-то чудо-оружие, и нужны были комплектующие из Франции. Французы пообещали, но кинули. Британцы нашли все равно и сделали его, но неприятный осадок остался. Ну вот и немцы, видимо, так решили. Нафига нам все это в общий котел, а потом еще кто-то будет решать. Немцы решили действовать напрямую. Вот так, господа, обстоит сейчас дело. Ну, то есть мы разобрались с этим вопросом, который волновал несколько дней, будоражил умы экспертов, аналитиков и просто слушателей в Украине, возможно, в России. Все будет хорошо, господа. По идее, вот все это движется. Наконец-то движение началось в сторону более светлого, так сказать, ближайшего будущего. Вот на этом я хочу закончить это видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.